Друзья, всем привет! Сегодня у нас новое видео на канале. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Приятного просмотра и поехали! Мы начинаем. Здесь вот. Так по кругу. Держите. Благодарю. Потому что телефон же, по-моему, есть такая фигня, там держишь. Для безопасности.
вмещается. По метру еще показываешь. Меточки. В кондитерском купили. Малибу. А то он скоро... Треногу? Пацаны, вы что, устали или что? Заданный момент. Задаем заданный момент. Смазку красивого цвета тогда. Ага, на месте. Зрителей. В одной руке этот двигатель держишь, а во второй будешь держать собранный. Пятерка. Спутер — это шатун, вот бугель. Значит, вот так суем. И внедряем.
Сверяем номера на шатуне и бугеле. Вот эти, чтобы были одинаковые. Думаю, все вставил. Думаю, все вставил. Друзья, при покупке автомобилей мы часто сталкиваемся с недобросовестными продавцами, которые пытаются нам продать автомобили со скрученными пробегами, после серьезных ДТП, с залогами, с юридическими проблемами и другими нюансами. Для безопасной покупки автомобилей я и мои коллеги давно используем Дром. На Дроме много возможностей, в том числе вы можете проверить полную историю автомобиля по отчету, либо сразу в объявлении вы можете увидеть наличие ограничений и многое другое. А отчет на Дроме один из самых полных. Это история обслуживания автомобиля, в том числе, где именно он был обслужен, юридическая чистота, наличие обременений, залоги, работа в такси или по найму, наличие ДТП, история пробега и многое-многое другое. Это позволит вам на этапе выбора отобрать подходящие для себя варианты и быть уверенными в своем решении. Поэтому качайте Дром по ссылке в первом закрепленном комментарии, либо по QR-коду, который вы видите на экране, и реализуйте все свои задумки. Продолжаем сборку двигателя. Масляная форсунка. Устанавливаются они вот в эти отверстия.
Мишка пришел, сейчас не даст нам поработать. Блин, ну в таком положении я компрессора еще не ставил за свою жизнь. Ну ты не ставил, а я, видишь, ставлю. Блин, ты куда тебе поможешь? Вот Тут сюда, тоже да? штука должна быть. Нету тут ничего. Тоже немного. И все. Ставится вот здесь. Покажи мне сначала это. Вот так вот. Все выглядит. Как это круто должно здесь встать. Надо и чё. Нашел? Ну пускай будет они. ЧТД. Огонь. Огонь. Ровненько вставил. Съемные колпачки на месте. На месте. Дешевле сделаем. Вдавливаем теперь. Вот все, молодец. Так, теперь что? Я могу только вот это. Надеваем пружинки. На пружинках такие тарелочки стоят, да? Да. И сухарики. А? Сухарики вот так. Раз. Раз. Два.
Должны были быть. Это на одну голову. Тут идут 3 таких, 2 таких и 1 короткий. Эти короткие, видишь, вот здесь вот. Ты всегда болты смазываешь, прежде чем ставить? Я все смазываю, прежде чем ставить. Маховик тоже. Не смажешь, не поедет. Так, Сергей дальше затянул головки. К сожалению, телефон, на который я снимал, упал у меня со штатива и сломался. Но если это видео вышло, значит я его починил, файлы восстановились. Потому что он не включается у меня. Здесь стоит 501 мотор ОМ 501, V-образная шестерка. Приехал со стуком. Какого года этот аппарат, пока неизвестно, но мы это уточним. Что там? Гарью пахнет. По-моему, пипец. И Пипец. запикал. Будем смотреть, сейчас крутить двигатель или смотреть там, либо коленвал пополам. Ну, подергаем за шкив, за маховик. А? Это и есть выпускной коллектор. Бесполезно. Любимый Сергеев мотор, да? Выпускной коллектор. Вообще, если бы наши зрители подписывались на наш канал, ставили лайки и комментировали, мы бы смогли уже, наверное, скоро, через год, например, купить нормальную камеру профессиональную и снимать на нее. Сергей бы новые боты все купил, новую форму премиум класса рабочую, да? Вчера тоже наткнулся, там кто-то показал, как снимать типа iPhone, телефон и как профессиональная камера. Ну, там лев какой-то сидел, бля, конечно, картинка просто изумительная на профессиональную камеру. Что в тусклое время, в темное время, что в светлое время. А если бы еще самая заинтересованная и самая богатая публика нашего канала отправляла донаты там по $5, то, конечно, канал бы мог бы стать вообще суперским. Но мы никогда не просили, потому что мы стесняемся просить, как все богатые блогеры. Так, что у нас Здесь дальше? вот кружечка, видать, сюда. Ты видишь? Да, золото моториста. Ну-ка, этот миньон. Видишь? Угу. Я вижу. Вот здесь вот золото моториста прям блестит. И ну-ка, вот здесь сейчас глянем. Ну, крупной нету, да. Мелкая есть. В любом случае, количество этой стружки уже говорит о том, что либо у нас коленвал, проблемы с ним, либо с распредвалом проблемы, а устранение только съем двигателя. Снять нетрудно, недолго. И просто монтажечкой взад-вперед. Ну, отверткой, монтажкой.
хочу разбирать этот двигатель уже, просто не хочу нахуй. Когда разбирали мотор, у нас оборвался один ржавенький болт. Поэтому сейчас это нам нужно будет что? Исправить. Сейчас Сергей покажет, как он это делает. А, прям так? И все? Да. Я думал сверлить, варить. Ну, когда вот так, если не идет, надо и сверлить, и варить. Им еще материться. Волшебным пальцем можно открутить, зачем мне пассатижи? Ладно, мотаю его. Это ты где нашел? Ну, на поддоне. Вот поддоне. С поддона, да, вот с этой. Масло все слилось и уже торчало вот это. Ой, ракурс. Откуда это? Кто-то из подписчиков знает? Штанги. Ремонт турбокомпрессора 3600. Чистка 1200. Итого 41 тысяча на обошло. А стоит сколько новая? Около 78. Турбина на месте. Термостаты. Турбинку масла. Она же у нас восстановленная. Надо смазать. Итак, мы приступаем к регулировке клапанов. У нас пока что нету топливной системы, задержка будет только на следующей неделе, поэтому будем делать пока что только то, что можем. А это отрегулировать клапана. Спуск-выпуск. То есть нам понадобится один щуп 0,50. Их просто надо иногда регулировать. И некоторые думают, что они с завода и до по самой капиталки. Что происходит, когда они разбиваются? Увеличивается зазор между клапаном и коромыслом. И что здесь начинают разбивать, да? И здесь разбивать, распредвал прошится. Также, если Сашка не шумел бы, мы бы вам рассказали очень много чего интересного. А так как у нас тут Сашка постоянно чистит что-то, вы от нас ничего не узнаете. Стоит четко. Сейчас покажу вам, какие они были, кто не смотрел разборку этого мотора.
Браво, ничего не делал. В комплекте прокладок были прокладки, которые нам не подходят. Пришлось заказать новые, необходимого образца. Пускной коллектор отправляется на свое место. Я не знаю, что куда лепить. Это откуда, это сюда и это сюда. Ну это от старого. Вот это вот от пятерки, это от шестерки. На шестерке не было подкачки, на пятерке была. Значит, попробуем поставить, наверное. Ну да. Мы установим топливные фильтры. Сапун. Провод? Вот это провод. Вот так это делается. Как кабель в колодец. У нас там нигде черной краски не осталось вообще. Подкрасить его чуть-чуть. Все, теперь вращается свободно и устанавливаем. Милицию. Там я говорил о том, что там ВМТ стоит ОТ. Вот здесь вот у нас этот самый флажочек стоит четко здесь посередине. Можно там посмотреть, вот там где-то. О, ты видишь, прямо его прям. Хорошо. Все, теперь у нас стоит прыск, первую форсунку. Можем затягивать теперь вот эти вот через это вот окошечко. Мы будем затягивать, соответственно, вот эти вот болты, которые я прослаблял На шестерне. на шестерне. Затягивай сюда, крутится, и потом все остальные протягиваются. И все. Все, насос установлен, да, то есть перепроверили, сейчас оборот сделали, все болты перезатянули, поставили опять на ОТ, флажок у нас на месте. Можем закрывать это отверстие, все устанавливать, трубочки и все остальное, и установить сцепление, и отдавать мотор на установку. Made in China, он там значочек, он там написано, увеличить. А я думал, это бабки так капают. Да. Донаты. Донат за донатом. Доллар, 2, 3, 5. Доллар, 2, 3, 10 центов. Наконец-то жизнь наладилась, да? Вот теперь-то заживем. Мясо станем покупать. Ну так выглядит неплохо. Made in China. Вот пацаны донатят. Готово. Те, кто любит ставить этот насос, знают про эту гаечку, которая стоит четвертой. То есть тут 3 болта и 1 гаечка с той стороны. Ну вот ее самый смак ставить там, чтобы туда подлезть. Ладно, у меня снятый двигатель, то есть будет более-менее еще залезу. Просто трубки я поставил, вот это поставил. Если бы этого не было, было бы легче гораздо. Ну, а так как все стоит, ну, из-за того, что я ждал, придется немножко помучиться. Ну, вот если ты мне сейчас даже если посветишь им, то это очень походу. Соскочило. Да ёб твою дивизию-то, а. Итак, друзья, таким образом Сергей закончил собирать этот мотор, который попил у него немало крови, да? Вот такой мотор получился. Осталось теперь его поставить и Да, теперь будет вопрос в постановке его на автомобиль. Так как, напоминаю, кто не смотрел предыдущую серию, у нас был 5-цилиндровый двигатель на автомобиле на бетонной мешалке. Вот собственник решил сделать 6-цилиндровый. Вопрос, ладно, того, что будет его уместить, потом у нас будет вопрос по электрике. То есть там мозги 5-цилиндрового, по сути, надо их менять.
Ему кто-то сказал, что и на этих заведется, будет работать. Ну, будем смотреть, будем проверять. Как что получится. Поэтому на этом видео не заканчивается. Смотрим дальше. Установку и первый запуск после ремонта. Обязательно. Клиент решил сам вести все запчасти, поэтому нюансы у нас возникали с некоторыми позициями. Этот мотор больше, чем пятицилиндровый. Изначально планировали коробку назад перенести, все крепления, в общем, карданы уменьшать, много-много всяких работ, но парни решили, что попробуют вперед его подать, убрав некоторые пластиковые элементы ненужные. Установку двигателя сюда я показывать не буду, все эти моменты, потому что у меня нет времени на съемку. Мы лишь произведем уже первый запуск и расскажем, что как там стало, не стало. Ну что ж, наступил момент, которого мы ждали. Пацаны проделали огромную работу. Все установили. Сейчас теперь на бак переключаемся. Удлинили кулису, да? И Немножечко. ну, другую не нашли и сделали это. Почти 20. Так, пробуй стартером крути, а я буду качать. Все вроде адекватно все отрабатывает и газует, и все, только остается ставить карданы, укорачивать их и ставить, и выгонять, тестировать. Как покажет себе. Закончили наконец-таки. Все получилось. Было много сомнений, но Ну всё да, вышло. станет, не станет, там нюансы были там по подушкам, по всем остальным вопросам. Ну, вроде все получилось. И по мозгам вроде пока работает так. Ну, на этих мозгах, которые с пятерки, на них работает, получается. Ну, конечно, это надо все проверять в движении, в деле, в работе. Расход, работу. И все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Ждите новых видео.
Razborgruз, channel about trucks. Разбор груз. Канал о грузовиках.